Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня я хочу вам предложить связать со мной вот такую шапочку. Шапочку-шлем с боковой застежкой. У меня застежка на кнопочках, но вы можете сделать и вообще без застежки или на пуговичках. Давно меня девочки вот в группе в Инстаграме просили, чтобы я связала такой вариант шлема именно с застежкой за боковой, поскольку многие считают, что через голову не всегда это удобно. Поэтому мы тут с ними посоветовались и определились, что надо попробовать связать на основании обыкновенной классической шапочки. Шапочка очень удобная, супер как-то популярная. И вот я эту шапочку обыкновенную решила к ней довязать пелеринку. И в конечном итоге у меня получилась шапочка-шлем. По поводу пряжи. Я эту шапочку вязала из пряжи «Ласковое детство». Это фирма Пехорка. Цвет, сразу вам скажу, это 72-й светлый персик. И по составу. Состав пряжи это 100% мериносовая шерсть. И в 50-граммовом моточке 225 метров. Я вязала шапочку в 3 ниточки. И вязала спицами номер 4. Также нам с вами потребуются маркеры, чтобы в процессе работы отметить регланные линии. И также потребуются пуговички или кнопочки, если вы выберете какую-либо форму застежки. Вот и кажется все, что нам с вами потребуется, поэтому можем с вами приступать к своей работе. И сразу хочу вам сказать, девочки, если есть какие вопросы или какие-то, как-то помощь вам потребуется, присоединяйтесь ко мне в группе в Инстаграм. Я ссылочку вам обязательно в описании оставлю, где вы меня можете найти. И там мы очень часто с девочками совместно обсуждаем тот или иной проект для дальнейшего мастер-классов. Поэтому сейчас мы пока давайте все-таки свяжем вот эту шапочку-шлем. Перед началом работы нам надо с вами сделать расчеты. Я связала, а для этого надо связать образец, постирать его и уже посчитать плотность. Я посчитала свою плотность. У меня получается 12 петель это 7,5 сантиметров и 12 рядов это 4,5 сантиметра. И теперь, зная окружность, обхват головы и высоту, мы уже приступаем к расчетам. Вы можете замерить по своему малышу или по той табличке, которую я оставлю в описании, или в группе ВКонтакте, или в Инстаграме. Заходите туда, где вам удобно, и смотрите. У нас вязание шапочки мы начнем с бокового шва. Вот так мы с вами будем наборный край у нас набирать, и будет наше идти вязание. Поэтому сколько набрать для нашей шапочки? Мы измеряем высоту. У меня это 13 сантиметров. Переводим в наши петельки, и у меня получается 21 петля и плюс 2 кромочных. Теперь же считаем по окружности головы. 40 сантиметров нам надо с вами разделить на 6 частей, поскольку шапочка у нас состоит из 6 частей. Я 40 сантиметров разделю на 6. Каждая часть будет приблизительно где-то 6,7. Я записываю каждую часть 6,7. Но сейчас нам с вами надо сделать небольшую корректировку. Для этого из центральной части, которая у нас проходит около лба, надо вычесть по полсантиметра и прибавить к нашим боковым частям. Таким образом мы с вами прибавляем сюда полсантиметра. Здесь у нас получается 7,2. Здесь 7,2. Здесь уже получается 5,7. А здесь уже 7,2 и 7,2.
И теперь мы уже переводим наши сантиметры, это сантиметры, в ряды. Я по своей плотности посчитала, и у меня здесь получается где-то 19 рядов, но надо округлить до четного количества. Здесь, значит, у меня будет 20 рядов, здесь тоже 20 рядов. Здесь там получилось 15 с чем-то, я округлил до 16 рядов. 20 рядов и 20 рядов. Вот все расчеты, которые нам с вами потребуются для вязания нашей шапочки. Поэтому вы, если вяжете по моей плотности, пусть даже из другой пряжи, можете воспользоваться моими расчетами. Если нет, значит, вяжите образец и считайте, вот применив эти, две величины, вы уже можете посчитать под любую плотность и под любой размер. Я набрала на спицы обычным способом, ниточкой контрастного цвета, ну, бросовой ниточкой, поскольку эту нить я в конце своей работы отплету для того, чтобы у меня получился вот такой шов. Он очень мягкий и смотрится единым полотном. И теперь первый ряд я уже буду вязать с ниточкой основного цвета, но первый ряд я сейчас провяжу полностью лицевыми петельками, но мы его не будем считать. Это у нас с вами будет ряд, который именно и нужен для того, чтобы получился вот такой незаметный и аккуратный шов. Я вяжу лицевыми петельками. И сейчас мы уже начинаем свою работу. Первую кромочную петлю я буду снимать не провязанной, и остальные петельки все буду вязать лицевыми петлями. Сейчас в первом клинышке нам с вами надо сделать прибавление. Я сняла первую кромочную петлю, провязала одну лицевую, затем еще одну лицевую, 2 лицевые и делаем прибавление. И вяжем наш ряд до конца. Я довязала ряд, у меня осталось 2 петли. Это кромочная петля и еще одна петля, когда мы с вами уже начинаем вязать укороченные ряды. Я провязываю предпоследнюю петлю, работу свою поворачиваю. Эту первую петельку снимаю и делаю ниточку от себя. Вот у меня получилось на месте одной петли 2 петли. Это итальянский способ. У меня есть подробный мастер-класс, как его вязать. Я вам ссылочку обязательно оставлю. Но вы можете вязать любым способом, который вам нравится для вязания укороченных рядов. Разницы большой нет. И мы с вами вяжем второй ряд. Я провязала, у меня на спицах 4 петельки. Это кромочная петля, 2 петли, которые мы с вами провязали в начале ряда, и 1 петля, которую мы с вами прибавили. Мы ее, эту петельку, сразу вводим в нашу работу и вяжем лицевой петлей. Поэтому провязала я прибавленную петельку, еще одну лицевую петлю. А по краю шапочки у меня будет проходить двойная кромочная петля, поэтому я предпоследнюю петлю снимаю, нить перед работой и последняя петля изнаночная. Работу нашу поворачиваем, вяжем третий ряд. Первую кромочную петельку мы с вами снимаем, 2 лицевые, 1, 2. И делаем прибавление. И продолжаем вязать наш ряд до того места, как у нас с вами было уже первый укороченный ряд мы с вами связали. Я дошла. Теперь у меня до конца ряда осталось 3 петли. Это кромочная,
Это которая у нас с вами двойная петелька за счет укороченного ряда получилась, но я ее считаю за одну петлю и еще одна петля. Если вам тяжело ориентироваться, вы можете повесить маркер. Я петельку последнюю провязываю, работу поворачиваю, снимаю эту петельку и делаю ниточку от себя. Вот я как говорила, вы можете повесить маркер, и вам легче будет ориентироваться. И продолжаю вязать изнаночный ряд. Я дошла до конца ряда, у меня 4 петли. Прибавленную я ввожу в работу, провязав ее лицевой петелькой. Одна лицевая петля и двойная кромочная. Предпоследнюю я снимаю нить перед работой, и последнюю мы провязываем с нами изнаночной петелькой. И таким образом мы с вами будем вязать первый наш клинышек. В начале работы мы с вами прибавляем одну петлю. В конце нашего ряда мы не довязываем одну петельку. Любым способом по вязанию укороченного ряда, как вам удобно. Я связала первый клин. Это у меня 20 рядов. Как можно посчитать? Можно с помощью счетчика или с помощью вот этих бороздочек. Вот эта бороздочка одна у нас образуется в результате, когда мы провязываем 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это у нас с вами связан. Вот я здесь отмечаю первый клин. Мы с вами сделали прибавление, здесь сделали как бы убавление. Сейчас у нас с вами, я вот здесь отмечу, вот мы с вами здесь прибавляли петельки. Сейчас мы с вами вяжем следующий клин. Я вот так показываю. Следующий клин. Нам с вами здесь надо делать убавление с правой стороны. А здесь мы будем уже постепенно наши укороченные ряды вводить в нашу работу. Петельки, которые образовались с помощью укороченных. Я снимаю первую кромочную петлю, 1 лицевая, 2 лицевая. И следующих 2 петли надо провязать вместе лицевой. Чтобы они не получились у меня перекрученными, я их вот так переворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой. И продолжаю вязать дальше. Я довязала до того места, как у меня вот петельки укороченных рядов, вот последняя петля. Вот у меня последняя петелька, которая вот она уже двойная. Здесь у меня начинался укороченный ряд. Я ее провязываю, подхватывая петельку слева направо лицевой петлей. Работу поворачиваю. Петельку снимаю. Вот таким образом. И продолжаю вязать дальше. Я дошла до конца ряда. Здесь мы провязывали 2 петли вместе. Также мы провязываем лицевой. Еще 1 лицевая. И у меня двойная кромочная. Петельку снимаю. Низ перед работой. Изнаночная петля. Работу поворачиваю, вяжем 3-й ряд нашей второй части. Вот я отмечу нашей второй части. Кромочную снимаю, 1 лицевая, 2 лицевая, 2 петли вместе. Я их переворачиваю, 2 петли вместе лицевой. И вяжу
Я дошла до последней петли, которую мы с вами вязали в прошлом ряду, вот укороченный ряд. Вот эта петелька, а вот уже следующая двойная петля. Мы ее провязываем лицевой, только лицевой провязываю я вот за заднюю стенку, а эту двойную мы провязываем слева направо. Еще одна петля у нас в работу. Точно так же эту петельку мы первую снимаем, ниточку переводим за работу и продолжаем вязать. И таким образом я довяжу до конца ряда, работу поверну и буду вязать с одной стороны, справа буду провязывать 2 петли вместе, слева буду двойную вот эту петельку вводить в работу. И так я провяжу до тех пор, пока у меня вот эти петельки все не закончатся. У меня связан практически весь второй клин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 18, 19 ряд я вяжу. И покажу, как я его буду уже заканчивать. Вот у меня остается сдвоенная петелька. Я ее провязываю лицевой. И последняя петля провязываю изнаночной. На этом все наши укороченные ряды мы вывязали. И уже 20 ряд второго клина мы вяжем. Первую кромочную снимаем и вяжем ряд до конца. Вот когда этот клинышек вывязан, я уже всегда считаю петельки. Это как себя проконтролировать, нигде я не ошиблась ли. У нас с вами должно быть на спицах такое же количество, как и при наборном крае. То есть вот в моем случае 21 петля и плюс 2 кромочных. Все, я довязываю ряд до конца. И таким образом, вот я покажу, наш клин связан полностью. Вот это наше ушко первое. Теперь мы переходим уже к вязанию центральной части. По центральной части у меня мысок, и поэтому я его буду вязать точно так же, как первый клинышек. То есть в начале ряда я буду делать прибавление, в конце ряда буду вязать укороченные ряды. Разница только в том, что здесь прибавление мы будем делать не в каждом ряду, а будем делать через один, не в каждом лицевом ряду, а через один лицевой ряд, то есть в каждом четвертом. И за счет этого у нас вот этот скос будет не таким острым. Вот я начинаю вязать третий клин. Провязываю 2 лицевые петли, прибавление и вяжу ряд до конца. Я довязываю последние петельки. Вот у меня остается на спицах 2 петли. Провязываю 1 лицевую, работу поворачиваю и перекидываю ниточку, и у меня получается двойная петелька. И вяжу ряд до конца. Я довязываю ряд до конца, последние петельки, двойная кромочная и последняя кромочная. Третий ряд нашего третьего клина. Вот я сейчас отмечу, что я вяжу третий клинышек. Первую петельку я снимаю и вяжу ряд без прибавлений. В
конце ряда я буду вязать укороченные ряды, таким образом делая прибавление через один лицевой ряд, повторюсь. И уже четвертый клин нашей шапочки мы вяжем точно так же, как второй клин. У нас здесь будут петельки, мы будем в работу подключать. А клин, чтобы вывязался, мы уже будем убавлять не в каждом ряду лицевом, а через один лицевой ряд. И в конечном итоге, когда мы дойдем когда вывяжем полностью наш четвертый клин, количество петелек у нас должно быть точно такое же, как и в начале нашей работы. Я связала третий и четвертый клин. Вот что у меня теперь получается. Это ушко, это передняя часть. И теперь нам остается связать второе ушко. Второе ушко у нас состоит уже из пятой и шестой части. И мы его вяжем точно так же, как первое и второе. То есть пятое ушко вяжем, пятую часть вяжем как первую, шестую как вторую. Сейчас нам с вами надо будет прибавлять, а затем убавлять. И все. И на этом наша шапочка будет уже связана полностью. Я связала последний шестой клин. Вот что у меня в конечном итоге получилось. И отплела бросовую нить и перенесла на дополнительную спицу, поскольку сейчас буду уже закрывать и сшивать свою шапочку. Вы можете поступить таким образом, как я делаю. Можете закрыть любым удобным для вас способом. Можете с помощью иглы, можете даже наборный край не делать открытым, а просто сшить. Все по вашему желанию. Но я показываю, как я делаю. Начало работы у нас с вами петли открытые на одной спице. Здесь последний ряд. Я складываю лицевой стороной вовнутрь и начинаю закрывать. Закрываю я с помощью крючка. Для этого я подхватываю петельки с одной спицы и с другой. У меня здесь как-то я по одной петельке. Петельку я одну снимаю и вот вторую. Первую петельку можно просто через, вот она у меня на крючке, пропустить. Так, потерялась, убежала моя петелька. Сейчас мы ее провяжем. Бывает и такое. Мы ее провязываем и сразу пропускаем. Вот у нас с вами на спице одна петля. И теперь начинаем. С одной, вот видите, тоже надо, когда в несколько сложений, надо смотреть, чтобы все ниточки были на месте. Вот 3 ниточки, поэтому с одной спицы, со второй спицы 3 петли на крючке провязываем вместе. И мы так с вами будем с одной спицы, со второй спицы 3 петли провязываем вместе. И таким образом у нас с вами получается, что мы как бы как-то и закрываем петли, и в то же время у нас с вами получается и закрываем, и сшиваем. И таким образом я дойду до конца наших петелек. Я закрыла последнюю петельку. Теперь ее можно нам с вами просто закрепить. Я обрезала ниточку. И осталось только, вот у меня получился, что начало нашей работы, вот кончик оказался с лицевой стороны. Просто я крючочком его на изнаночную сторону. И все. И для более надежной фиксации, если вот так вы переживаете, как я тоже, вот так. Все. Вот наша шапочка готова. Такая аккуратная макушечка.
И теперь уже мы с вами будем вязать резиночку, которая будет проходить вокруг шеи нашего малыша. Следующим этапом нашего вязания будет расчет петелек для пелеринки. Но сначала мы с вами свяжем резиночку вокруг шеи, а затем уже будем вязать ее. Вот наша шапочка. Мы с вами будем петельки набирать по задней части стороны и также дополнительно добирать, вот я отметил так заднюю часть, и дополнительно добирать по переду, и у нас с вами сбоку будет застежечка. Как мы с вами измеряем? Нам с вами надо знать окружность шеи нашего ребенка. В моем случае это 23 сантиметра. И плюс на свободу облегания я взяла 3 сантиметра. Таким образом у меня получается 26 петелек. Или я все перевела, 26 сантиметров. Или я перевела эти данные в петли, у меня получается 42 петли. 42 петли нам надо разместить таким образом, что половина у нас на заднюю часть и половина на переднюю часть. 21 петля мы можем, например, 10 петелек здесь набрать, 10 петелек здесь одна и 10 петелек и одна по центру. Здесь у нас с вами остается, надо будет добрать 21 петлю. У меня боковая и плюс еще петли это боковой застежки. У меня застежка будет состоять из 5 петелек, но я ее буду набирать в конце работы. Поэтому, чтобы был более плавный переход от вязания шапочки к резинке, я решила петли добирать на айкорд. Свяжу шнур айкорд и наберу уже петельки. Поскольку край шапочки у меня связана двойная кромочная петля, по сути это идет, как напоминает, шнур айкорд. Поэтому я беру свои спицы, ниточки и набираю 3 петли. Раз, два, три. Кто не знает, надо спицы взять коротенькие, поскольку работу мы будем всегда передвигать к началу нашей спицы. Ну, кому как удобно, мне вот так удобнее. И провязываю первых 3 лицевые петли. Раз, два, 3. Здесь у нас нет кромочных, мы первую петельку, как обычно, не снимаем, а последний изнаночный. Просто мы вяжем одними лицевыми петельками. Провязали. Работу сдвигаем к началу спицы. И опять точно так же вяжем 3 лицевые петли. Передвигаем работу и вяжем. И таким образом мы свяжем шнур. Вот мой шнур. Нам с вами надо в моем случае связать шнур 13 сантиметров, половину от исходного количества сантиметров. 13 сантиметров. Я связала шнур. Он у меня как раз 13 сантиметров. Посчитала вот здесь петельки по краешку, поскольку я буду набирать вот из этих петелек. У меня получилось 18 петелек, да, 18 петелек и 3 петли, ну, как вот здесь наборного края. Поэтому мне достаточно этих петелек. Вам надо будет посчитать и посмотреть, если вдруг где-то в процессе работы во время набора прибавить. Переношу сразу же на уже основные спицы длинные, так как сейчас я буду набирать здесь по краю, а потом уже по шапочке. И начиная по краю, вот у нас вот эти 2 петельки, задольки за эти 2, я буду подхватывать петельку. 1 петля, следующая еще 1,
И таким образом я набираю петельки. Я набрала полностью петельки. И теперь уже буду присоединять к нашей шапочке и буду набирать по задней части. Первая петелька, чтобы вот сразу убрать вот этот наборный край, было более аккуратно, нам можно с помощью крючка просто вот где мы с вами уже будем набирать, я крючок, затем, как у нас с вами был наборный край нашего айкорда, и вытягиваю петельку нашей рабочей нити. Вот так, одна, и вот сюда ее. Все. И уже одеваю на спицу. У нас затем я вот эту аккуратненько ниточку спрячу, и здесь будет аккуратный переход. И точно так же набираю петли по краю нашей шапочки. Можно сразу набирать и считать количество петелек, посмотреть, хватает вам или нет. Я посчитала, у меня как раз получается 10 петелек, даже не 10, да, на одну лишнюю, 11 петелек по одной стороне, 11 по другой. Но я думаю, я когда буду вязать резиночку, я их сделаю 2 петли вместе, ничего страшного. Вот так мы аккуратненько с вами набираем наши петельки. Вот уже центр, где шов у меня. Я продеваю крючочек, продеваю спицей. Если вам неудобно сразу спицы, можно с помощью крючка, большой разницы нет. И добираю до края нашей шапочки. Я набрала петли до конца нашего, до конца ушка. И теперь надо добрать петельки для вязания застежки, чтобы она у нас с вами планочка. Можно просто набрать, ну, вот таким способом по петельке. Но вот этот способ, чем минус, он достаточно, ну, такой, тянется. Поэтому мне больше нравится другой способ. Я добираю петли из последней петельки. Но я что-то посмотрела. Сначала хотела планочку 5 петелек сделать, но подумала, что это много, и решила 3 петли. Таким образом, мне надо добрать 3 петли и плюс 1 кромочная. Как я делаю? Вот эта последняя петелька. Я ее переношу на левую спицу и провязываю сначала за правую стенку, за переднюю стенку, затем за заднюю стенку. У нас мы прибавили 1 петлю. Точно так же опять последнюю петельку снимаем и провязываем сначала за переднюю стенку, затем за заднюю стенку. Еще 2 петли мы прибавили. И таким же образом прибавим 3-ю петлю. Так, 3-ю петлю я прибавила. Так, нет, да, 3-ю петельку прибавила. Нет, мне этого достаточно, значит, буду вот так, больше мне не надо. Все, я прибавила петельки. Теперь работу поверну и буду уже вязать резинку 1 к 1. И уже связав резинку, я перейду на вязание пелеринки. Я связала резинку. Она у меня получилась 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И теперь уже буду вязать пелеринку. Единственное, хочу сказать, что когда я набирала петельки, вот вязала, у меня получалось, что последняя петля, поскольку я здесь начала с изнаночной петли, наборный край, у меня получалась тоже изнаночная петля. Но мне захотелось, чтобы край вот постепенно айкорд переходил в лицевую петельку, поэтому я одну вот здесь в конце петельку убавила. И уже вот такой
аккуратный переход получился. И теперь что у меня в конечном итоге получается. Я отметила это 3 петли на планочку с одной стороны, с другой стороны 3 петли и 38 петелек. Эти 38 петелек нам с вами надо распределить для пелеринки, потому что мы будем с вами вязать и прибавлять вдоль регланных линий. Расчет такой же, как и при вязании любого реглана. Я вот изображу, что у нас в данном случае получается. Здесь у нас с вами застежка и еще 2 регланные линии по спинке. Итого 38 петелек. 38 петелек. Я вычитаю 3 петли. Почему? Потому что одно прибавление мы будем делать вдоль планки в начале одной и перед другой. Поэтому я 3 петли вычитаю. Получается у нас с вами 35 петелек. 35 петелек я делю на 3 части. И получается 11 петелек и 2 петли в остатке. Сразу же вот эти 2 петли я прибавляю к переду и к спинке. Получается у нас с вами 12 и 12. 11 петелек это на рукава. Количество не делится на равные части, поэтому я одну петельку прибавляю вот к переду и 10 петелек по 5 петелек на рукава. Но чтобы у нас с вами прибавление вдоль рукавов не получилось таким широким, я вычитаю где-то сантиметр-полтора из этого количества. По моим подсчетам получается это 2 петли, поэтому я 2 петли прибавляю к спинке, 2 петли прибавляю к переду и по 2 петли я вычитаю из петель рукава. Здесь 3 петли и здесь 3 петли. Таким образом у нас с вами получается вот так. Здесь у нас регланные линии по одной петле. Здесь 3 петли планка с одной стороны и 3 петли планка с другой стороны. И по переду у нас так 12, 15, по спинке 14 и по 3 петельки на рукава. Все, я уже маркеры развесила. Вот у меня 3 петли с одной стороны, 3 с другой и маркеры. И теперь я начинаю вязать. Единственное, я решила, чтобы манишка, вот пелеринка не получилась такой плотной, я уже буду ее вязать в 2 ниточки. Не в 3, как вот все изделие, а в 2 ниточки. И буду вязать уже полностью платочной вязкой, то есть полностью лицевыми петельками. Я провязываю 1, 2, 3 петли. Я сейчас показываю. Это вот согласно моим расчетам 3 петли я провязала. Делаю прибавление. Так, маркер перекидываю. Делаю прибавление. Теперь мне надо провязать 15 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 петелек. Дошли до регланной линии. Делаю прибавление до регланной линии. 1 регланная линия. И после регланной линии. И продолжаю вязать 3 петли рукава. И точно так же до регланной линии, и после регланной линии. И вяжу. И таким образом я довяжу до начала следующей планки. Я дошла до планки, делаю прибавление перед планочкой. Маркер перекидываю и 3 петли планки. И кромочная петля. Работу поворачиваю. И теперь у нас с вами изнаночный ряд.
В изнаночном ряду я буду вязать без прибавлений. Единственное, у меня край изделия будет обработан двойной кромочной петлей, так же, как мы с вами вязали шапочку. Поэтому я первую кромочную снимаю, вторую снимаю нить перед работой и 2 петли. Маркер перекидываю. Наши прибавленные петельки я сразу же ввожу в рисунок и продолжаю вязать. Таким образом я буду вязать, делая прибавление в каждом лицевом ряду вдоль вот моих регланных линий на нужную высоту моей пелеринки. Я связала пелеринку. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 рядов на высоту. И по сантиметрам, так, по сантиметрам, значит, так, почти, так, сейчас, минуточку, вот отсюда, значит, померяю, 6 сантиметров. Мне этого достаточно, и я сейчас буду закрывать. Закрывать можно, провязывать 2 петли вместе с помощью спиц, но я закрываю с помощью крючка, мне этот способ больше нравится. Я снимаю первых 3 петли. Почему 3? Потому что у меня двойная кромочная петля. Если вы обычный кромочный, то можно 2 снять. Вот 1, 2, это двойная кромочная петелька, и еще 3. И провязываю их вместе. У меня 1 петля на крючке. Снимаю следующую петлю, 2 петли на крючке я провязываю вместе. И таким образом я закрою край своей работы, затем шапочку постираю, пришью кнопочки, и у меня шапочка уже готова будет полностью. Моя шапочка высохла, я пришила кнопочки. И теперь шапочка уже моя готова полностью. Если вам понравился мой мастер-класс, буду рада, что вы будете вязать для своих малышей. Также буду рада вас видеть у себя в группе ВКонтакте, в Инстаграме. Переходите, девочки, и вяжите. Если есть какие вопросы, задавайте. Всегда с удовольствием отвечаю. Правда, не всегда вовремя получается, но все равно стараюсь на все ваши вопросы обязательно ответить. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.